Меня зовут Басаев Нагамиманим Хасанович. Впрочем, здесь я обыкновенный русскоязычный турист. И цель моего путешествия тоже самая обыкновенная русскоязычная. Я отправился в Стамбул искать себя. Почему Стамбул? Причина, думаю, в моем имени. Папа всегда говорил, что его отец всегда говорил, что его дед всегда говорил, что один его мудрец всегда говорил: знай себя по имени, ибо имя всему голова, начало и закат. Напомню, меня зовут Ногамиманим. Это вам не Павел. А в детстве у меня были большие проблемы с дикцией. Поэтому, когда меня просили назвать свое имя, я затруднялся ответить подробно и ограничивался 3 повторяющимися буквами. М. Метель, мечеть, море. Погода выдалась не самая курортная. К тому же мне что-то мешало все время. С самого начала путешествия. Или раньше, может, еще с аэропорта, или в самолете, или при рождении. Не помню точно. Что-то зацепилось за меня и мешало двигаться. Будто пакет какой-то полиэтиленовый, вроде кукловода или воли божьей, привязался ко мне веревочкой. И вот затрудняет. Эта цепкая затруднительность вкупе с погодой заставили меня лишний раз вспомнить, что, вообще говоря, всякое путешествие — это уже и есть движение. Что в путешествии не обязательно круглые сутки двигать тело на ветру. Даже если двигаешься не ты, скажем, теплый трамвай, в котором тебя путешествует из стороны в сторону, все равно это движение. Ну какое-никакое. А когда надоест, выходишь, замерзаешь. Красота-то какая. Стамбул. И вроде как тоже движение. Впрочем, не всякое движение есть путешествие. Когда ты движешься, бывает непонятно, передвигаешь ты себя или движешь с собой что-то другое. Если второе, то что же именно ты движешь? Может, просто машешь собой, как белым платочком? Машешь, мол, не забывай меня, крошка, рыбка, не забывай меня, кисонька, боженька, папочка, сынок, душенька. К тому времени, как это случилось, я находился в Стамбуле уже почти неделю. Не скажу, что заснеженные пальмы и апельсины перестали воображать поражение, но в глубине души я уже начинал мечтать о потеплении.
Ясно было одно. Просто так снег не растает. Для этого должно что-то произойти. Что-то совсем неожиданное. Совсем не то, зачем я приехал. Может быть, какая-то встреча? Один мой отец говорил, что его отец всегда говорил, что его дед всегда говорил, что его мудрец говорил всегда один. Если всю жизнь ходить туда-сюда по одной и той же дороге, то однажды там обязательно произойдет что-то. Увы, у меня не было в распоряжении всей жизни, чтобы ходить туда-сюда по этой безымянной улице. Однако 8 раз оказалось достаточно. Встреча произошла. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon.
Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We'll both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. So, brother, do you have a girlfriend? Ну, брат, а девушка у тебя есть? Нет. But why? Но почему? Well, I don't know. Потому что я не знаю. This is because you hadn't met Думаю, your это girl потому, что ты yet, еще не встретил твою and девушку. the one ту for you, единственную I для mean, тебя. you waiting for Думаю, ты your ждешь свою real реальную love. любовь. It is Думаю, good, это but хорошо, но it это is сложно. difficult, what I think. Думаю, это очень тяжело для тебя Hard to найти find реального a real персонажа. person. Well, I don't know. I think this Не is because знаю. I'm too wild. Я думаю, I'm это too потому, что я strange. слишком It's странный. difficult for girls to understand Это me, трудно because для девушек difficult понимать to меня, understand поскольку myself. это трудно для меня понимать No, свое no, меня. your girl doesn't need to understand Нет, нет, you. твоя She девушка не must должна понимать believe тебя, you, она she должна must только trust верить you. тебе. This is Это the most главное, я important, полагаю. what I think. Actually, my friend, what I said you before is not quite О, true. друзья, то, что я сказал, I это не think I совсем do have a правда. girlfriend, but I'm Думаю, not sure у меня if есть she'll девушка, understand if но she я thinks не like уверен, понимает ли она, что Why? она моя девушка. that. Почему? Because she's a bird. Потому I что она met her in птица. Istanbul. Я встретил ее в Стамбуле. Turkish girl? Турецкая девушка. Oh, I know what you mean. О, я The понимаю, о Turkish чем ты. girls Турецкие like девушки birds, часто butterfly, выглядят как птички, angels, бабочки, but ангелочки. in the fact they have a body. Но на самом деле у них No, есть no, no, тело. she's not a Нет, angel она не or бабочка и не butterfly, ангел. she's a bird. Она птица. Okay, brother, bird. It's Ладно, okay. брат. It's her. Птица — это It's ладно. okay for Птица — you это хорошо для тебя. because she have a name. Но у нее есть имя. Цапля. Цапля. Ее зовут Цапля. I don't know Я what совсем не to знаю, do что with делать. Что я могу дать ей? И стоило мне сказать эту фразу, как я тут же понял, что And могу, love а точнее, made что her to должен ей feel дать. you really love her. Теперь я точно That's знал, true что and делать. right. I think you are right. Ya ne yapabiliriz? Bu adam çok yakışıklı ama buna bir tane kız arkadaş Buna güzel bulmak bir lazım çift yani. bulmak lazım. Aynen Güzel öyle, bir kız aynen öyle. arkadaş. Постойте. Я Я знаю. Я должен рассказать ей о трамваях. Trams? О трамваях? Да, о трамваях. Она никогда не видела трамваи. На ее улице нет рельсов. Oh, okay. Здесь и далее «окей» в значении «ой, как». ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله
على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Никто не знает, почему они двигаются. Я спрашивал многих. Многие сказали, по рельсам. Но мы-то с тобой понимаем, что рельсы это никакая не причина, а так, лыжня всякая. В трамваях есть трамвайщики, но они тоже не причина. И пассажиры не причина. И остановки не причина. И люди, которых трамвай переехал, тоже не причина. Даже если они умерли совсем без ноги и головы. И врачи не причина. И скорая помощь. И ностальгия. И дети, которые зайцами сзади цепляются. И туристы. И сирийские беженцы. Даже сами ноги трамвая тоже не причина движения. Поскольку нету трамвая ног. Ноги оттравмированы у него отродясь. Только Аллах есть у трамвая. Только по причине Аллаха трамвай двигается. И сирийские беженцы по причине Аллаха бегают. И детские зайцы с задями цепляются тоже по Аллаху. По Аллаху падают на рельсы, а не по бетону. И муэдзины трамвайщики тоже продолжают движение, покуда Аллах им не отрежет. Yardımcı olmak lazım buna da bunu biraz daha Nabzı atsın yeter yani. Şöyle nabzı atacağım böyle. Привет, мои друзья. Hello, brothers. Привет, брат, как ты? Как How твоя are you? птица? How is your bird?
Не уверен, что она поняла меня правильно про трамваи. Но это ой как, это не проблема. Я расскажу ей о корабликах. На ее улице нет корабликов. О, далее реакция собеседника непереводима. Кораблики лавировали, да не могут. Кораблики лавировали, да не Я решил хорошенько подготовиться, прежде чем рассказывать тебе о корабликах. Кораблики, как и трамваи, требуется участие. Быть корабельным свидетелем недостаточно. Чтобы знать, о чем говоришь, нужно стать частью хотя бы одного плавания. Поэтому я отправился на так называемые Принцевы острова. Ничего оригинального, излюбленный маршрут всех туристов. Честно сказать, у меня не было желания специально искать что-то необычное. Гораздо больше хотелось попасть в подарочную открытку с видами и стать принцем. Всевышний пакет по-прежнему затруднял движение. Но в этом был весь ветер. И главное, что в конце концов я все-таки окажусь на открыточном острове. Но так я себе представлял. Пока плыл. Пока меня не выбросило на берег. Ну как тебе такое рассказать? Уже на месте я узнал, что Принцевы острова называются так, потому что сюда ссылали принцев. И здесь же казнили. Пару карет с лошадьми видел, не совру. Но остальное в самом деле больше походило на тихий рай после казни. Или перед. На случай, если потом не будет.
Смотри, я принц. Но ты, кажется, опять не слышишь меня. Смотри, я принц. Смотри, я принц. Смотри, я принц, я принц, я принц. How are you? Did she like the sheep? Ну как дела? Ей понравилось про кораблики? Непереводимая внутренняя мимика лирического героя. Can I give you advice? Я могу дать тебе совет. Знаешь, женщинам нравятся яркие краски жизни. Покажи ей много разноцветной яркой жизни. Bright colors of life. Яркие краски жизни. Краски жизни. Okay, Ой, как. I understand. Я понял. На крыше возле мечети мне еще с прошлого раза запомнился розовый стул. В принципе, он достаточно яркий, а вот окружающая среда оставляла желать. Может и неплохо для начала, но что-то мне подсказывало, что скоро уже конец. В детстве я читал книгу «1000 на одну ночь», или как-то так называлась. Там были картинки цветные про мечеть, и теперь я чувствовал себя почти обманутым. Разве что яркий дворник спасал ситуацию. Да и стул еще. Один мой дед говорил своему мудрецу: не ищи сокровища снаружи. Я подумал, может быть, внутри будет поярче как-то? И в самом деле, внутри оказалось поярче. Я не знал, с чего начать. Пытался сосчитать цвета, но они так быстро меняли запах, что приходилось перечислять по звуку, а запоминать по сюжету. Еще можно на ощупь. Но один мой отец говорил, что на ощупь неприлично. А мне так хотелось потрогать и понять всех этих ярких людей за их краски, штанины, рукава и товары. Теперь я видел все. Я видел, но не знал, как сосчитать. И это было больно.
Не терпелось с кем-то поделиться, прямо сейчас, но все постоянно двигались. Только ты одна не двигалась и понимала. Впрочем, ты была не ты, не цапля, а башка рыбья, но главное, что ты понимала. И так же, как я, ничего не могла сделать, не потрогать, не сосчитать. А тебя считали и трогали. И меня трогали. Наверное, я тоже казался им яркой краской жизни. Я оставил тебя и поплыл дальше. Наверное, все дело в том, что жизнь начинается только тогда, когда нужно кому-то ее пересказать. Или показать. Подарить, короче. Но именно тогда пересказывать становится совершенно невозможно, поскольку начинаешь жить во всем. В воде, в минаретах, в блевотине пестрой, в мешке с пахлавой, в горле муэдзина. И вон того парня. Даже если он совсем не не аутентичный. Во всем они, краски-то эти. Единственное, что я мог со всем этим сделать, это говорить в своей голове. Говорить все, что вижу. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Впрочем, с говорением обнаружились трудности. Это началось раньше, еще на Принцевых островах. Мне там отрубили какой-то кусок речи, или памяти, или отбили. А может быть еще раньше. В общем, я стал замечать, что иногда просто не могу подумать фразу, не сотворив ее 10 раз намазом. Помнится, в какой-то момент мелькнула мысль, что, возможно, те ребята из кафе имели в виду что-то другое, когда говорили, что женщинам нужно дарить яркие краски жизни. В самом деле, совершенно непонятно каким именно образом можно подарить всю эту непересказуемую мусорную кучу. Вопрос «зачем?» меня по-прежнему не волновал, тем более, что ближе к вечеру я уже не очень хорошо помню, кому. То ли цапле, то ли рыбе, то ли голове. Ты поди, перескажи все. В лучшем случае выйдет бесконечное заикание, в худшем — артхаус. Если бы я снимал фильм о ярких красках жизни, возможно, следовало бы снять его вот про это красное пятно на асфальте. И про меня. Ничего лишнего, только белый человек и красное пятно. Сейчас многие так делают, для концептуальности. Не оригинально, зато честно. И главное, понятно сразу, о чем речь. Но там невыносимая красота, ускользающее мгновение, человек-асфальт, дурак-человек, идиот на асфальте, алая, белая, гражданская война, турецкий флаг, балет «Лебединое озеро» или «Русалочка», в конце концов. Почему бы этой возлюбленной химере не быть отражением светофора в луже? Как в современной интерпретации. В общем, каждый зритель нашел бы что-то свое. Но мне нужно было двигаться дальше. Поскольку я не ставил балет и не снимал кино, я просто пытался сказать. Сказать все. Все как есть, без утраты. В этом-то и была главная ошибка. Но признать ошибку и остановить ее — совсем разные вещи. Это так тоже один отец говорил. Я продолжил макать себя по улицам в каждую краску жизни и разбиваться об каждый непересказуемый фонарь.
Мусульмане что-то знают об этом, о непересказуемости. У них запрещено изображать Бога. И человека, и машину, и улицу. Нельзя выражать. Грех это. И не только мусульмане. В Ветхом Завете тоже что-то поняли. Там сказали во второй заповеди: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, не говори их. Короче, не надо, не выражайся. Не выражайся. Да, Не давай-ка надо. без выражений, приятель. Не говори. Пусть этот грех возьмет на себя переводчик. Dance me to your beauty with a burning violin. Get safely in. Naked hand, touch me with your glove. Dance me. Затруднять перестала. Кажется, Всевышний пакет отпустил меня. Прежде чем совсем освободиться от речи, я вспомнил, что вообще-то приехал сюда искать себя по имени. И я нашел. В последнюю секунду это все-таки случилось. До меня наконец дошло, что 3 буквы «М» в слове «ногами маним» означают заикание. М. 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 Because the sky is blue, it makes me cry. Because Потому что небо the синее, это sky делает меня криком. is blue.